Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 26 марта, воскресенье. И я думаю, было бы неправильно, если бы мы сегодня обошли без внимания, не обсудили вчерашнее заявление бункерного властелина России, которым он очередной раз попытался потрясти ядерным оружием. Я имею в виду анонс Путина о его намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Ну, помимо всего прочего, хотел бы с вами обсудить, какие цели это все имело в виду, этот демарш, какие последствия реально это будет иметь. Ну и вообще, стоит ли дальше слушать и беспокоиться, когда звуки по этому вопросу доносятся из Кремля. Итак, значит, я думаю, что имеет смысл объяснить вам в целом, что такое ядерное оружие, какая эволюция его произошла, и что с ним можно достичь, а что достичь нельзя. Итак, тактическое ядерное оружие, по своему названию понятно, оно отличается от стратегического. Стратегическое поражает или намеренно поразить крупные мишени, города, авиабазы, авианосцы и все такое прочее. А тактическое – это оружие поля боя. Его цель – произвести взрыв на поле боя, достигнув тем самым нужный эффект. Тактическое оружие отличается от стратегического, во-первых, дальностью, с которым носители этого оружия доносят его. Стратегическое гораздо больше, тактическое – это, так сказать, расстояние измеряется в нескольких десятках, может быть, сотнях километров. То есть ракеты, как правило, не относятся к, если это ракеты меньшей дальности. Ну, кроме того, это гравитационные бомбы, ракеты малой дальности, ракеты воздух-земля, ракеты земля-воздух, затем торпеды, противокорабельные ракеты, мины, глубоководные мины. Ну вот, то есть, по большому счету, это снаряды, боеприпасы, которые могут быть начинены обычной взрывчаткой, а могут быть начинены эквивалентом который изменяется в килотоннах. Мощность тактического ядерного оружия так примерно от 0,3 килотонны до максимально, это была боеголовка Би-61 дробь 3, да. Она имела мощность 170 килотонн. Для сравнения, атомная бомба, которая была сброшена на Хиросиму, в эквиваленте к современным тактическим боезарядам, ну, считается, что она примерно эквивалентна 0,3. То есть самый слабый тактический боезаряд наших дней равен той бомбе, которая была сброшена на Хиросиму. Американцы посчитали, вот какой может быть эффект этой бомбы. Ну, тут, естественно, все зависит от ее мощности, которая, как вы видите, разница очень большая, от 0,3 до 170. Но вот они смоделировали, что будет, если бомба 0,3 будет сброшена где-то в пригород Вашингтона. Получилось, что это приведет к гибели примерно 3500 людей, ну и будут ранены примерно в таком же количестве – 3500 людей. Радиус поражения бомбы – вот 10 килотонн бомба или боезаряд поразит пространство примерно в радиусе около 600 километров. Впервые, идея этих тактических боезарядов возникла у американцев в ходе Холодной войны. Тогда, стратегическая ситуация состояла в следующем. Огромное количество советских войск было сконцентрировано на границах, прежде всего, Западной Германии. И, как считали в НАТО, Советский Союз, вообще они разрабатывали в натовцы следующий сценарий. Советский Союз начинает атаку, нападает на страну НАТО, прежде всего Германию,
У него огромное преимущество в танках и живой силе, а также в авиации, потому что американцы считали, с точки зрения стоимости, эффективности, неоправданным на постоянной основе держать там огромный контингент американцев, который был бы эквивалентен тому контингенту советских войск, которые были размещены: Германия, Польша, Венгрия. Поэтому, значит, натовцы в случае советской атаки должны были имеющимися силами сопротивляться как можно дольше, пока начнется операция Reforger, то есть Reinforcements for Germany, усиление или укрепление обороны Германии. То есть будет налажен воздушный мост между США и Европой, по которому будет переброшена живая сила, техника. Но для этого требовались недели. Неделя, две, может быть, больше. Сейчас, кстати, они проводят те же самые учения, только их изменили с Reforger в Defender Europe. Вы, наверное, слышали, я вам рассказывал, последние 3 года они проводились. Так, я бы не сказал, что с помпой, но достаточно эффективно. Так вот, нужно время для того, чтобы перебросить силы и средства по этому мосту. Ну и дай бог, чтобы их хватило, тех сил, которые были уже размещены. Но что делать, если не хватит? Если советская атака окажется настолько мощной и ошеломительной, что конвенциальные силы НАТО не справятся. Вот на этот случай и было предусмотрено тактическое ядерное оружие. Было предусмотрено, если еще достаточное количество сил из Америки не подоспело, а оборона натовских сил в Европе трещит по швам, тогда применяется ядерное оружие на поле боя. И тем самым посылается сигнал: остановитесь, вот на раннем этапе. Иначе мы можем эскалировать это, применить более мощное оружие. Ну и то есть идея состояла в том, чтобы хотя бы на несколько дней, на неделю приостановить военные действия при помощи применения тактического ядерного оружия и позволить дальнейшую переброску массированную живой силы и техники из Соединенных Штатов Америки. Еще раз, это важно понимать. То есть оно было предусмотрено как оружие потенциально более слабой стороны, которая применит его, когда она почувствует, что она проигрывает. И идея состояла в том, чтобы реально применить его на поле боя, нанести удар и ущерб противнику. Закончилась холодная война, началось повальное разоружение. Клинтон закрывал базы, выводил всех танки. У кого, значит, некуда было их выводить, те продавали. Датчане, по-моему, распродали все, что они имели из бронетанковых своих сил. Ну и оставалось в Европе примерно между 240 и 300 тактических боезарядов. Они были и продолжают быть размещены на 5 базах. 2 в Бельгии, затем по одной Нидерланды, Германия, Италия, Турция. В Турции единственная страна – это база Инжерлик, и это единственная страна, единственная база из всех указанных мной, в которой бомбы есть, то есть боезаряды, но самолетов-носителей нет. То есть почувствуйте, нигде это не подчеркивается, но какая-то настороженность в отношении к Турции всегда была исторически. Что не хотели как-то так в Вашингтоне и в Брюсселе давать туркам одновременно возможность и иметь ядерную бомбу, и иметь самолет, который бы ее нес. То есть в случае войны предусматривалось, что самолеты из других стран НАТО прилетят, прицепят эти боеприпасы на базе Ванжерлик, ну и начнут выполнять боевое задание. Во всех остальных, континентальной Европе, местные, вот в этих странах, где было размещено, и сейчас размещено оружие, есть самолеты, истребители, бомбардировщики, носители этого оружия. Во всех случаях это оружие подчиняется исключительно американцам. Решение о его применении принимается так, как принимается решение о применении стратегического ядерного оружия. То есть президент Соединенных Штатов затем идет по всей бюрократической цепочке командования, поступает на базу. По идее,
должны взлетать с этими боезарядами американские пилоты на американских самолетах и выполнять задания. Но может быть такая ситуация, что с пилотов уже нет, или еще, или уже нет, самолетов американских тоже может еще нет или уже нет. Короче говоря, есть возможность, что местные пилоты, ну, допустим, те же голландские, бельгийские, немецкие, могут могут управлять самолетами, на борту которых находится ядерное оружие, и наносить удар в рамках НАТО. Но тут очень тонкая юридическая вещь есть. К пилотам, то есть к этим странам, которых я назвал, разрешение или контроль над этим боезарядом, который находится на борту этого самолета, переходит, когда самолет уже в воздухе. То есть так вот, но я не скажу, что это такая мощная и идеально отточенная юридическая формулировка, но вот такая она есть. То есть таким образом показывается, что это не распространение ядерного оружия в другие страны. То есть, типа, они не имеют под контролем на земле, они только получают в воздухе, когда вот складывается критическая обстановка. Ну и вот, значит, закончилась холодная война, повальное разоружение с западной стороны началось. В это время 90-е годы в России происходило примерно то же самое, вернее, не разоружение, а бардак, развал. Потом началась мрачная эпоха Путина. И, как бы с вами неоднократно обсуждали, строительство вооруженных сил России пошло по специфическому направлению гопнического государства. То есть создавались конвенциальная армия, вооруженные силы для понтов, для легких победоносных войн с более слабыми, безоружными, малыми государствами по периферии российских границ. Вот первое, как вы знаете, была Грузия, затем в 2014 году настала очередь Украины. Ну и в рамках этой стратегии, если ее можно называть стратегией кремлевской, предусматривалось, что если Запад начнет возмущаться или подумает предпринять какие-то действия, кстати, Буш-младший, будучи президентом, когда, значит, Россия совершила агрессию против Грузии, он пригрозил в какой-то момент. И, то есть, в Москве сделали вывод, что надо вновь оживить стратегию тактического ядерного оружия. И взяли за основу американскую концепцию. То есть Россия занимается понтами, проще говоря, бандитизмом и агрессивными войнами по периметру своих границ. Если НАТО, Соединенные Штаты возмущаются, они тогда угрожают ядерным оружием. Но в отличие от американской стратегии, о которой я вам только что сказал, там реально была идея применения в безысходной ситуации, применения этого тактического ядерного оружия на поле боя, удара по войскам противника, чтобы остановить или задержать его продвижение. То в концепции путинских вооруженных сил это опять-таки был возможность его применения опять для понтов, для блефа. Ну, вот как вот все у Путина. Это вот большая потемкинская деревня. Что там понимали, конечно, что разница в конвенциальных силах между Россией и Западом настолько велика, что блефовать надо осторожно. Если ты нанесешь удар первым тактическим ядерным оружием, то в ответ ты можешь огрести так, что, в общем, мама, не горюй, что лучше бы ты этого не делал. И в настоящее время, вот примерно до 2019 года в арсенале вооруженных сил Российской Федерации было около 2000 тактических ядерных боезарядов. Соединенные Штаты в 2019 году провели в этой области большую реформу.
Смысл и причины в следующем. Ну, во-первых, большое развитие получили, и, я бы сказал, большой прогресс произошел в области развития конвенциальных сил. Увеличилась их мощность и точность. И без всякого ядерного заряда получилась возможность, что конвенциальные силы сейчас могут нанести, натовские, прежде всего американские, могут нанести противнику такой же ущерб, как раньше можно было нанести только при помощи тактически ядерного оружия. То есть, как бы минула надобность в нем, но у России она есть. Поэтому что сделали американцы? Они сократили количество. Во-первых, они провели модернизацию боезарядов. Основная боеголовка у них сейчас называется Би-61. И там их разные модификации. Вот те, которые мы назвали, это была модификация 3 и 4, а сейчас основная у них 12. Они уменьшили мощность этих боезарядов, но усилили их точность. И, внимание, очень важно, основное направление уже было не нанесение ударов при помощи этих боеприпасов тактических по войскам противника, хотя это не исключалось, надо будет применить. Но главное, учитывая, что это путинский режим, режим бункерного, вот эта модификация 2019 года, после того, как Россия совершила агрессию против Украины, потом в 2014 году нагнетала обстановку, так вот, эта модификация боеголовки Би-61-12 имела целью нанесения ударов по глубоко расположенным под землей укрепленным бункерам. Это боеголовка для и против бункерного. И вот китайцы, значит, да, их количество стало меньше, около 100 штук, но в то же время, помимо нарастания напряженности, ну вот все эти обстрелы постоянные в захваченных террористами, так называемых ЛНР, ДЛНР, американцы провели еще одну реформу. Они провели модернизацию крылатых ракет BGM под названием «Грифон». BGM, она G сейчас называется. Это Tomahawk бывший, теперь это G, Грифон. Это вот те самые крылатые ракеты, которые при Никсоне, прошу прощения, президент Рейган развернул в Западной Европе в ответ на размещение Советским Союзом на западных территориях страны ракет СС-20, чем напугал все страны европейские НАТО. То есть никакой необходимости стратегической, да, я вам об этом уже рассказывал, это был просто идиотизм. То есть делали стратегическую ракету, не получилось, получилась ракета средней дальности, а деньги потратили немерено, а надо было отчитываться перед Политбюро, а вот скажешь, что деньги на ветер, не получилась ракета, поэтому министр обороны в сговоре с председателем КГБ Андроповым, они приняли мудрое решение. Они сказали, что мы добились большого успеха, сделали ракету средней дальности, на это ушли все деньги. Ну и разговор с Брежневым о необходимости ее разворачивания был потрясающий. Это просто для миниатюры Хазанова, когда он был в своей лучшей форме. То есть уезжает Брежнев в зарубежную какую-то командировку, в аэропорту Внуково его сопровождает, как всегда, все Политбюро, и к нему подходит Устинов, маршал Советского Союза. Это тот, молодой министр, которого Сталин назначил на эту должность, и который занимался и блестяще это сделал, передислокацию, эвакуацию предприятий оборонной промышленности Советского Союза из европейской части, когда немцы наступали к Уралу и за Урал. Так вот, значит, подходит он к Брежневу, они были на «ты», он говорит: «Лёнь, мы тут ракету сделали, замечательная ракета, вот, но, думаю, надо бы ее развернуть, то есть мы ее развернули уже,
в средней части страны, но там Китай только. В принципе, зачем нам оно надо против Китая? А вот Западу надо, НАТО надо пощипать нервишки, давай разместим. А Брежнев, он же был в состоянии приличного маразма, и он так, ну что, Дмитрий, тебе ж поручено, ну ты и давай. Ну вот Дмитрий и дал. Вот так было принято стратегическое решение, которое потом, значит, в ответ американцы развернули свои ракеты, потом программа «Звездных войн», потом гонка вооружений, в результате Советский Союз рухнул. Плюс еще нефть упала. Вот так вот рушатся империи. А начинало все, Лень, у нас появилась ракета. Вот так. Так вот, значит, американцы в 2019 году, глядя на нарастающее безумие в Кремле, решили эти ракеты, которые были ликвидированы советско-американским договором о ликвидации ракет средней дальности, там першинги порезали, а крылатые ракеты, они остались на складах. Их при Трампе вытащили. Трамп, наверное, даже не понял, что происходит, он далек от всего этого, было и есть. Их модернизировали и оснастили их более, то есть они теперь, это совсем другая ракета уже, там совсем другая авионика, совсем другие ее характеристики, только корпус остался. Электронная начинка другая, плюс небольшие боеголовки меньшей мощности, там, по-моему, 1,2 мегатонн, и решили придать в распоряжение сил морской пехоты, то есть мобильных сил. Получается, ядерные силы быстрого реагирования, которые могут быть переброшены в любую точку земного шара, а скорее всего в Европу, в любой момент. Вот что имели американцы. То есть одна тактическое ядерное оружие против бункеров, а второе вот эта ракета, которую можно разместить в любой момент. Хотите в Великобритании, хотите в Германии, хотите в Польше с Румынией. Извините. И когда китайские ученые ознакомились с этими новейшими достижениями американцев в области тактического ядерного оружия, модификации ракет средней дальности, они пришли в изумление. Оказалось, что вот эти ракеты новые и боезаряды, они могут доставать бункеры на невиданной глубине. По их оценкам, это китайцы уже, значит, китайских экспертов, бункер Путина в районе Уральских гор расположен на глубине 300 метров. А вот эти новые боеголовки, тактические, американские, могут достигать глубины 2000 километров. Вы чувствуете разницу? То есть Путину бы самое время копать дальше, еще в 7 раз по 300. И то американские боеголовки достигнут. Там идея еще страшнее. Значит, такая эффективность достигается, когда в одно место, они же у американцев все точные, бьют одна за другой 5 ракет подряд. И вот достигается, как посчитали китайцы, глубина 2000 метров. Но если, значит, вот 5 таких ударов одновременно в одно место могут вызвать сейсмический удар, то есть сейсмический шок или землетрясение силой, которая в 1000 раз превышает мощность вот этих боеголовок, этих мегатонн и килотонн, понимаете? То есть это вообще кошмар. И китайцы пришли в ужас. И вот в этих условиях бункерный вчера объявляет о своем решении. Ну, давайте теперь разберем его на молекулы, это решение. Во-первых, что на меня произвело большое впечатление? Это был совсем другой бункерный по сравнению с тем, который с помпой объявлял о начале, как он сказал, специальной военной операции 24 февраля прошлого года. Тогда это был «Властелин колец», черный царь мира,
воплощение вселенского зла. Он его играл, да, вы помните? Я принял решение, и если эти на Западе, то мы нанесем такое, что у них никогда в течение истории не было. А сейчас Александр Григорьевич меня попросил, я не мог отказать. Вот. Потом, я ж ничего не нарушаю. Американцы так делают. 10 лет они так делают. И мы, как американцы, все будем делать. Мы не передадим это под контроль Белоруссии. И мы построим там бункеры. И бункеры будут готовы к 1 июлю. А потом еще помощь, то есть сотрудничество с Китаем вспомнил. То есть то есть раньше, если это был крик «Держите меня, семеро», о котором мы говорили, то здесь это какое-то нытье. Ну, пожалуйста, ну, держите меня, ну, хоть один держите, ну, не надо 7, но я ж не виновата, и я. Обращаю на себя внимание другое. То есть, опять-таки, это было не вопль, это был не жесткий такой блеф и угроза, это было нытье. Причина. Зачем ему это? Ну, вы видите, британцы обещали поставить эти снаряды с сердечником из объединенного урана, но это же смеху подобно. В России есть такие снаряды. Они уже применялись и неоднократно во время этой бури пустыни, операции или войны в Ираке и так далее. То есть это совершенно разные вещи, это не ответ. То есть они даже повод не смогли найти для того, чтобы объяснить это решение. То есть надо что-то было сделать. А что надо было сделать? Единственное. То есть ожидается со дня на день или с недели на неделю наступление Украины или контрнаступательная операция крупная. В России к этому делу, судя по всему, никакой, готовность достаточно плоха. Что-то они собирали там кулак, где-то там разговоры шли за Уральскими горами, вот они с первыми начнут наступление, но мы видим это под Махмутом и Авдеевкой, ничего этого нет. То есть чего-то надо делать, и он вот бормочет в отчаянии: мы ядерное, там, тактическое оружие, Беларусь. Значит, для того, чтобы туда технически перетащить, надо построить бункеры, которых еще нет. А бункеры, я вам скажу, это очень сложное сооружение. Вот американцы на этих базах, о которых я вам сказал, в Европе, держат эти боеголовки. Значит, там специальное на земле укрытие есть, покрытие от воздушных ударов противника. Бетонное, насколько я понимаю, и под потолком, то есть это все в земле, значит, там, видимо, это какие плиты, типа роль потолка играет. И в этих плитах бетонных, значит, находятся эти боеголовки. В каждом месте в каждом хранилище всего по 4 боеголовки. Это с тем, чтобы нельзя было их все вместе сразу уничтожить, если враг нанесет удар. Надо их как-то разбросать, то есть если их там 40, то есть если их там 100 боеголовок сейчас, по 4, значит, что там должно быть? 25, да? 25 таких мест для размещения. Вот. Сколько надо России будет, чтобы хороших, укрепленных таких хранилищ построить на территории Белоруссии? Обещают к 1 июля. Сомневаюсь. То есть это все вилами по воде написано. И он сам не сказал, когда же они его туда планируют все это завести. Но понятно, что, скорее всего, это к началу украинской наступательной операции вряд ли произойдет. То есть вот так вот булькнул все, типа мы вас все равно укусим за пятку. Вот. Затем носители передали, передали уже, или собираются передать 10 самолетов, вернее, поставить в эту Беларусь, и с апреля месяца начать обучение экипажей. Ну, понятно, с апреля месяца. То есть эти экипажи, даже если летчики летали белорусские, все равно ядерное оружие на борту. Это не неделя, не 2 и даже не месяц их подготовка. То есть это все затянется. Ну и, наконец, «Искандеры». Вот «Искандеры» – это особая штучка. Это якобы ракеты
малой дальности. На самом деле, в ходе их испытаний Соединенные Штаты, разведка других стран НАТО обнаружила, что был запуск, по крайней мере, одной ракеты из «Искандера», по-моему, ее назвали Р-250, которая пролетела расстояние более 2000 километров. То есть это полноценная ракета средней дальности, а раз так, то это оружие, запрещенное советско-американским, а затем оно стало российско-американским договором о запрещении стратегических ликвидации ракет или вооружений средней дальности. Соединенные Штаты вышли из них, но сказали, что будут продолжать придерживаться. Вышли в связи с тем, что Россия нарушала. И вот этот фактор Искандеров было одной из причин. То есть, если теперь всерьез окажется, что Россия собирается или серьезно заявит, что мы собираемся поставить свои тактические ядерные боеголовки на «Искандеры», это будет означать ту же глупость, которую Брежнев с Устиновым сделали, значит, в конце 70-х годов, в начале 80-х. То есть они поставят под угрозу тактически Париж, Берлин, Рим, Лондон. Ну и в ответ не замедлит последовать. Это вот эти крылатые ракеты BGM-G с новейшими боеголовками, бункерными, противобункерными. Ну и тогда уж совсем станет плохо. То есть нет буквально ситуации, в которой Россия, Путин могли бы использовать вот реально поставленные, размещенные в Беларуси тактические ядерные боезаряды. Если бы они хотели их использовать, ну, допустим, хотят использовать, но на кой черт их тащить в Беларусь? Их можно перевести там из Таганрога или в Ростов, оттуда стартануть с самолетом или откуда-то еще запустить со стратегического бомбардировщика Ту-160, допустим, или Backfire. Нафига их тащить в Беларусь? Еще один момент. Считается, что американцы полностью уверены, что применение Россией тактического ядерного оружия не решит никакой вопрос на поле боя. Ну, просто не достигнет никакой нормальной цели. И даже до Путина дошло это. Буквально он несколько недель назад он признавал, я это лично слышал, что мы понимаем, зачем нам применять ядерное оружие, оно не решит никакую задачу. Правильно, на поле боя оно не решит никакую задачу. Совершенно верно. Но что за этим последует? Значит, обратите внимание, он сделал это заявление вскоре после того, как приехал Си Цзиньпин. Главная стратегическая цель которого, о чем мы с вами говорили, это представить Китай в качестве такого вселенского голубя мира, который примиряет все и вся, который предупреждал Россию конкретно по поводу ядерного оружия, что не надо с этим баловаться. И тут вдруг, то есть приехал Си Цзиньпин к своему холопу для того, чтобы подключить его к вот этой миротворческой операции во всем мире. И вдруг не успел хозяин уехать, барин уехал, как холоп опять понесло в разнос. И не зря он в той же речи, когда Путин объявлял обо всем, значит, о своих намерениях, он подчеркнул, ссылался, что то есть он понимал слабость своего блефа с этими тактическим ядерным оружием, но он пытался подкрепить, что мы с Китаем, ну типа так, он, между прочим, но напоминал, что у нас же с Китаем есть военно-техническое и даже военное сотрудничество, то есть не забывайте это. Но это и адрес, это для НАТО было, и в то же время для Пекина мы все знаем, мы понимаем, ну, вы же понимаете, ну, надо что-то делать. Вот. Короче говоря, применение этого тактического ядерного оружия – это провал. То есть даже в самой дикой ситуации вот Запад никак не ответит.
Россия где-нибудь над Черным морем, над Балтикой взорвет тактическое ядерное оружие. Что за этим последует? Во-первых, Китай плюнет, забудет, хлопнет дверью, все. Индия сделает то же самое однозначно. Все страны глобального юга, которых сейчас обхаживает Китай и пытается привлечь к этому Путина, они все молниеносно отворачиваются. То есть Россия оказывается в полной финансово-экономической торговой изоляции, стране капут без единого выстрела со стороны НАТО. Но я думаю, что, конечно, НАТО на этом по такому пути не пойдет, потому что неоднократно было заявлено, что сделает НАТО. Тактическим, то есть конвенциональным оружием при помощи F-35 за 2 дня будет уничтожен Черноморский флот, подавлена вся система противовоздушной обороны России по периметру границы Украины, а затем будет уничтожена концентрация группировка российских войск возле, по периферии, по периметру украинских границ. И весь мир это поддержит. И это поддержит Организация Объединенных Наций. И Китай в Совете Безопасности не возразит после этого. Потому что если Путин это сделает, это будет расценено в Пекине как плевок холопа в лицо своего сюзерена или хозяина. Вот, собственно говоря, такая ситуация, которая сложилась на данный момент. Поэтому, подводя итог вот этому демаршу путинскому, должен сказать, что это, я даже не знаю, планировал ли он и те, кто задумал это, как демонстрация силы. Потому что на самом деле это прозвучало как демонстрация слабости. Ну, вы знаете эту старую уже, ставшую избитой истину. Мальчик кричал все время: волки, волки, волки. Ну сколько же можно? Уже перестали обращать. Так и на него. Перестали уже обращать на эти угрозы. После его выступления представитель Пентагона заявил, что мы не видим, как и раньше, собственно говоря, когда он тоже угрожал, не было предпринято никаких конкретных действий для того, чтобы подкрепить эти угрозы реальным каким-то, маломальским движением, переместить боеголовку какую-нибудь с пункта А в пункт Б, так, чтобы это заметили спутники США. Они в любом случае это заметят. Ничего этого не было, до сих пор нет, поэтому, как говорят американцы, мы как работали в режиме в обычном, так и продолжаем работать. То есть не заметили. А это значит, что произошла со стороны Путина не демонстрация силы, а демонстрация слабости, никчемности. И вот, собственно говоря, в какой ситуации находится Путин. Я уже дальше не хочу рассказывать, потому что времени, видимо, у нас уже мало. Наверное, многие из вас слышали запись этого Пригожина. Не того, который Вагнером руководит, а который массовик-затейник, муж Валерии, да? Как он обсуждал с сенатором, миллиардером ситуацию в бункере, что там происходит. Да мы и с вами раньше об этом говорили, о различных группировках, в частности, группировке Патрушева и другие, которые грызут сейчас друг с другом. То есть накануне ожидаемого наступления ВСУ там царит в Кремле, в Москве разброд и шатание. Судя по всему, вооруженные силы Российской Федерации не готовы к мощному, к наступлению мощному однозначно не готовы, но, по-моему, у них проблемы будут и с обороной. И они, в общем-то, не знают, что делать. За неимением реального повода для блефа и сценария серьезного блефа, в который можно было бы поверить и напугать противоположную сторону, вот они устраивают такую дешевое, жалкое шоу. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами, Мордор, как раньше Карфаген, будет разрушен. Вам, дорогие друзья,
А вместе с вами и всем людям здравого смысла, которые находятся на стороне добра, на светлой стороне земли, желаю выдержки, мужества и твердой уверенности в том, что мы победим. До новых скорых встреч!